Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. В этом видео мы поговорим о материнской плате, модель которой RED 450X, версия 1.3. Предположительно, эта материнская плата производится компанией Lenovo, и это самая настоящая серверная материнская плата, двухпроцессорная, и на которой есть множество технологий, которые используются в серверах. Эти материнские платы появились массово в продаже на AliExpress. У них довольно доступная, как для серверного сегмента, цена. И я решил себе прикупить такую материнскую плату с мыслью о том, что я смогу ее использовать, как обычный мой домашний компьютер. Но когда я ее получил и посмотрел уже вживую, я понял, что все не так просто. Вот, и в этом видео я поделюсь той информацией, которая у меня есть, и подумаем, насколько она подходит и для чего стоит ли ее покупать в принципе. Итак, вот так вот выглядит эта материнская плата. Информации о ней в интернете не так уж и много, хотя есть отдельная ветка на форуме сайта Overlockers. И есть еще некоторая информация там на китайском языке от компании Lenovo. Вот, ну, то есть информации как бы немного, но в принципе, если нужно, то и покопаться, то можно найти там разные прошивки. Люди пишут, делятся разной информацией. Эта материнская плата доступна, я видел версия 1.2 и 1.3. В данном случае у меня, видите, версия 1.3 чуть поновее. Вот мы ее видим. Качество исполнения этой материнской платы на высоте, то есть все компоненты расположены аккуратненько, все четенько, и судя по тому, что, как она сделана, можно сказать, что эта материнская плата еще, в принципе, если она изначально рабочая, прослужит еще лет 10 и могла бы работать потом и дольше, но скорее всего она просто, из-за устаревания просто умрет, ее нужно будет выбрасывать. Так, мы видим, значит, что у нее форм-фактор, видите, она квадратная, довольно большая. То есть это формат не обычной материнской платы. И формат называется, сейчас минутку, EATX, то есть расширенный ATX, да, так называется. Вот, мы видим, у нас два сокета LGA 2011 третьей версии. Материнская плата поддерживает процессоры семейства Xeon i5 2000 серии. Вот для каждого процессора есть свои слоты памяти. Видите, для каждого процессора 8 слотов. То есть фактически каждого процессора будет 4 канала работы для памяти. И что в итоге даст очень большую производительность под системы памяти. Да, если мы задействуем все каналы, будет для каждого канала по своей планке стоять. Материнская плата по отзывам поддерживает процессоры Xeon любой мощности. Единственный момент, что есть процессор Xeon i5 нескольких подтипов. Есть 1000 серия, 2000 и 4000. 1000 подсерия — это процессор, который может использоваться только в однопроцессорных платах. 2000 серия — это процессоры, которые используются в двухпроцессорных материнских платах. И 4000, соответственно, 4 процессора на плате. Также, насколько мне известно, для того, чтобы материнская плата запустилась, должны быть два процессора одинакового типа. Допустим, Xeon i5 2680V4 здесь и 2680V4 здесь. Тогда материнская плата будет работать классно, будет работать хорошо. Что мы еще видим? Видим подсистемы памяти, да, то есть тут у нас радиаторы, чик-чик, видите, дроссели, так понимаю, стоят. Вот, далее. Значит, что у нас по слотам PCI-Express? У нас PCI-Express 3.0, 16x16x, 8x8x8 и у нас здесь четверочка. Значит, подсистема питания. Подсистема питания для процессоров. Еще одно разъем для питания для HDD, но
Честно говоря, не совсем понимаю, для чего оно здесь, ну, как бы есть. Также на этой материнской плате используется хаб, или он же обычно там на бытовых платах его называют Южный мост. Используется Intel C612, то есть полноценный серверный хаб. Так, по поводу серверной технологии, ну тут еще вот смотрим, есть у нас разъемы для подключения SAS устройств. SAS устройства — это такие специализированные серверные устройства, это шина, грубо говоря, это провода, которые можно подключить очень много разных устройств, но в основном это, конечно, накопители HDD, SSD. Да, также видим здесь SATA порты для подключения устройств, USB порт, ну видите, их очень мало, и все эти расширения, если не нужны будут там дополнительные SATA порты либо USB, все это будет реализовываться с помощью слотов PCI Express, карт отдельно вставлять. Также из того, что я знаю, здесь на материнской плате есть, видите, чип ASPEED AST2400. Это микросхема, которая отвечает за управление самой системной платой. Вот, она может работать в автоматическом режиме управления, ну, то есть она ведет логи, там, вращение вентиляторов, температуры, все это контролируется. И также можно ею управлять через сетевое подключение. Вот, ну, что еще, значит, вот у нас есть микросхема BIOS, она подписана. Здесь есть какой-то DIP переключатель, не знаю, какие он именно может режимы переключать. Если у вас есть какая-то информация, пишите в комментариях. И да, еще один момент уточню. Я не являюсь специалистом по серверным материнским платам. Для меня это материнская плата серверная такого формата, ну, в первый раз, поэтому могу в некоторых терминах ошибаться, либо не совсем точную информацию дать, поэтому не ругайтесь слишком сильно громко. Если у вас есть проверенная информация о материнской плате, либо уточнения, пишите в комментариях, буду рад, будет полезно и мне, и другим пользователям. Далее продолжим. Ну да, добавлю, что мне продавец прислал, видите, такую заднюю панельку для материнской платы. Видите, вот у нас, давайте я ее переверну. Так, вот что мы здесь видим. У нас здесь на задней панельке COM-порт для подключения каких-то, ну, очень старых, но, наверное, еще используемых устройств. USB третьей версии, два LAN порта, насколько я знаю, здесь они 10 гигабит и используется интелский чипсет, точно модель не помню. Еще один USB порт, еще один порт для подключения, конфигурирования материнской платы. Ну и, видимо, он еще будет работать как сетевой. Также интересная штука — это наличие VGA порта. И я так понимаю, что на материнской плате реализована простая видеокарта, и в основном предназначение это для конфигурирования. Да, то есть вам не нужно, допустим, даже по идее использовать отдельную видеокарту, можно подключиться сюда, конфигурировать, там, не знаю, командная строка, еще что-нибудь, дын-дын-дын, отключить, и все, и сервер будет сам себе работать, ему монитор и видеокарта не так уж и нужны. Здесь у нас расположен, собственно говоря, сам сетевой чип интелский, про который я уже упоминал. Вот, далее здесь у нас с этой стороны у нас, значит, контактные площадки для подключения. Ну, дело в том, что эта материнская плата используется в специальном серверном корпусе. Для того, чтобы ее использовать в бытовых корпусах, нужен переходничок. Им я продавца попросил, и он мне вот прям их прислал. Вот они уже подключены. Видите, здесь понятные нам надписи: HDD LED, Power SV, это у нас, я так понимаю, USB отдельный. Вот здесь у нас Power LED, ну, в общем, да, стандартные кнопочки. Также есть много разных разъемов, тоже, честно, не могу сказать, для чего они предназначены. Я пробовал найти, там, почитать китайское описание, но она не совсем от материнской платы, и там информации тоже не так уж и много, поэтому все узнавать нужно будет прям в режиме работы.
Если я соберусь с этой материнской платой заниматься, то буду вам писать, снимать новые видео. Так, ну, имеем классический, для каждого процессора у нас есть разъемы для подключения кулера. Раз, два. Есть у нас возможность подключения системных вентиляторов. Раз, еще где-то он есть. Еще где-то он есть. Да. Вот System Fan 1. Где же еще? А, вот еще один тут, да. Так, ну, могу сказать про нумерацию слотов. Если кто-то будет ставить планки памяти, то, значит, для CPU 1, да, вот он здесь, у нас идет нумерация сверху вниз, а для CPU 2 идет снизу вверх. И тут, надеюсь, на видео видно. Ну, вот, допустим, здесь A0, A1, B0, B1. Ну, я так понимаю, это каналы. И, насколько я понимаю, и по аналогии с другими материнскими платами, в первую очередь заполняются именно первые слоты черного цвета, а уже потом догоняется память, доставляется в синие слоты. Ну, по идее, эта материнская плата может использовать, ну, не менее 512 гигабайт оперативной памяти. DDR4, да, обязательно должна быть серверная память. Десктопная обычно память здесь работать не будет, забудьте. В отличие от обычных десктопных, да, которые работают с Xeon, здесь такой вариант не пройдет. Должна быть серверная. Ну и в принципе максимальная память частоту, которую поддерживает планки, это 2400. Поэтому покупать сюда память быстрее, чем 2400, нету особого смысла. Разве что вы думать о каком-то будущем, чтобы потом перекинуть на какие-то более другие быстрые там материнские платы, процессоры. Так, значит, с этой стороной лицевой мы, в принципе, разобрались. Давайте глянем, что у нас есть с обратной стороны. Ну да, у нас вот с обратной стороны была такая пластиковая прокладка, не знаю, пропиленовая, пластиковая, да, черного цвета. И здесь мы видим, у нас есть такие резиновые бампера. Я первый раз, когда их увидел, подумал, что это какой-то ручной сисадминский колхоз. Вот, но потом присмотрелся, видно, что есть на материнской плате прям выведены посадочные места, обозначены, и ну прям клей такой. В общем, это заводское исполнение, и, ну, в принципе, это логично, потому что видно, что с обратной стороны есть тоже электронные компоненты, и чтобы они не пообрывались там во время установки, как бы есть защита. Плюс, видите, они где-то, не знаю, 5 миллиметров, да, высота. И, видимо, если ставить в корпус, то еще тут под днищем будет хорошо циркулировать воздух, будет дополнительное охлаждение самой материнской платы. Вот, ну, как видите, все сделано очень аккуратно, качественно. В общем, по исполнению материнской платы красота, сказка. Да? Давайте теперь вернемся на лицевую сторону. Так, подставим обратно. Все должно быть красиво. Вот. Ну что ж, такой краткий обзор материнской платы мы сделали. Теперь давайте попробуем порассуждать, подойдет ли эта материнская плата для обычных бытовых пользователей. Итак, начнем. Ну, первое, что это нестандартный размер материнской платы. Я так думаю, что в большинство обычных бытовых корпусов эта материнская плата не поместится. В некоторых она не поместится вообще. А в некоторых, ну, придется, видимо, что-то пилить, отпиливать, там, сверлить. И поэтому, ну, как бы, либо ручной труд, чтобы ее поместить, либо покупать какой-то для нее отдельный корпус, который будет эту материнскую плату полноценно поддерживать. Далее, ну, то есть, ну, примите это, что с ним можно быть столкнуться. Далее, два процессора. Тут какой момент? Два процессора, это, конечно, классно, но в современных задачах, в бытовых условиях, в бытовых задачах, да, большую роль играет не количество ядер, а частота на одно ядро. Большинство бытовых задач
достаточно, для большинства задач достаточно 8 ядер. И желательно, чтобы на каждое ядро была частота как можно больше. И на таких процессорах можно выполнять большое количество задач. И поскольку процессоры Xeon, в принципе, они довольно относительно низкочастотные, как бы, ну там максимальная частота базовая для Xeon процессоров 2000 серии, это, по-моему, 2600 МГц, да, при том, что современные процессоры там AMD либо Intel, у них там 4 ГГц, да, может быть. Поэтому в плане, если вы рассчитываете, что вам в бытовых задачах вы получите какой-то прирост, то в большинстве бытовых задач никакого особого прироста не будет. Прирост будет только в тех задачах, которые поддерживают многоядерность, которые могут свои задачи распараллеливать на множество ядер, на несколько процессоров. Ну, например, это обработка видео, если вам критично, обработка графики, ну и какие-то конкретные серверные задачи, когда есть множество подключений, и все это нужно быстро обрабатывать. В бытовых целях вам второй процессор особо преимущества не даст. Да, вы будете видеть в тестовых программах большие цифры, но по факту вы особо этого не заметите. Также нужно понимать, что процессоры Xeon 5, они довольно прожорливые, там TDP может достигать 145 Вт, и понимаете, у вас 145 Вт здесь, 145 Вт здесь, в итоге может достигать 290 Вт, это тепловыделение, то есть у вас это, ну, скажем, балалайка зимой будет хорошо греть, и это даже прикольно, а вот летом, как бы, ну, летом будут проблемы, будет жарко. И точно вам сказать, что эта штука, ну, на пару градусов точно повысит температуру в вашем помещении. Это тепловыделение, да, плюс, кроме тепловыделения, они еще потребляют довольно много электроэнергии, поэтому еще нужно понимать, что если вам второй процессор в принципе не нужен, но он будет стоять, он будет кушать ну, электричество, соответственно, ваши денежки. Как бы относительно немного, но много, может за год накапать. И дальше. В дополнение к каждому процессору, да, мы будем ставить память. Поверьте мне, что каждая память сама по себе планка жрет, а если тут их будет стать 8 штук, то тут 8, то они тоже будут кушать очень много. Плюс каждая планка может нагреваться там 40-50 градусов. Это будет дополнительное тепловыделение. В итоге эти системы будут и нагреваться, и кушать довольно много электроэнергии. Далее. Как оказалось, на этой материнской плате нету разъемов M2 для подключения SSD накопителей либо Wi-Fi модуля. Здесь их просто нет, и реализовывать их нужно будет через установку слотов расширения, да, через PCI-Express слоты. То есть на базовом варианте у вас их не будет. Это как бы дополнительные траты, вот, дополнительные небольшие сложности, назовем это так. Далее, здесь нету звукового чипа. Какой бытовой компьютер без звука? Ну, это вообще нонсенс. Поэтому, опять-таки, покупаем платы. Они есть в продаже, они, ну, относительно недорогие, там от 10-20 долларов и выше, да, но все равно это 10-20 долларов. Тоже покупаем, доставляем и тогда слушаем звук. Тоже геморройно. Что еще? Так, ну, SATA разъема, да, тут они есть, ну, не знаю, 2 или хватит, но если у вас больше, чем 2 SATA устройств, тоже через слот расширения. Плюс здесь куча серверных заморочек, нужно будет привыкать и к BIOS, там какие-то настройки смотреть. Вряд ли они там глобально отличаются, но какие-то нюансы могут быть. Вот, ну, в общем, к этой материнской плате нужно будет привыкать. Так, что добавить еще? Ну, в принципе, основные моменты я вам сказал, да. Итак, подведем, соответственно, итоги. Смотрите, можно ли использовать эту материнскую плату в бытовых условиях? Да, можно, но это решение скорее для энтузиастов, кто хочет там заморочиться, там, ну, для кого это интересно. Это, да, может быть вариант, оно будет работать, действительно все хорошо.
Вот. Но в целом для большинства пользователей в быту эта материнская плата не очень подходит. Совершенно. Ну, как бы, ну, лишняя трата денег будет. Но для тех людей, которым именно нужен сервер, вот, настроить сервер, там, ну, либо для каких-то действительно рабочих задач, либо человек хочет потренироваться на настоящей серверной плате, поиспользовать, понастраивать серверные технологии, то этот вариант очень хороший. Ну, учитывая цену и доступность процессоров Xeon, это отличный вариант. Им, да, можно использовать, и все будет классно. Ну и кроме того, что это будет сервер, в принципе, можно там поставить видеокарту, там и в игрушки поиграть. Вот, хотя тот, кто использует, будет использовать как серверную, вряд ли будет играть на ней игрушки. Итак, ну что ж, в принципе, про материнскую плату я рассказал, своими мыслями поделился. Еще раз, если у вас есть какая-то дополнительная информация, о ней пишем в комментариях. Я ссылки на форум оставлю внизу в описании под видео. И прошу вас, если видео понравилось и было полезным, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всего хорошего, до свидания.